Просто Петь не хочет в джунгли. Ну, блин. Я это не скрываю. Ну тебе надо туда, ну ты понимаешь, Да почему мне надо? Да ты мужиком станешь! Я в Гондурасе пробовал, не получилось. Все у тебя получилось? Нет, У тебя не получится, я в тебя Давай, верю. джунгли это прекрасно. Хватит делать из меня мужика, я не хочу. Я цветок, я остров. Я цветок, я остров! Я парниковый, у меня парниковый эффект. Да. Парниковый эффект. Я парничковый маленький цветок. Там очень много насекомых, которые кусают ноги, и потом раздражение, и прыщей, куча по всему телу, и зуд такой, что хочется снять кожу. Все, Но это джунгли. хватит. Доброе утро, дорогие друзья. Это Орел и Решка, кругосветка. И сегодня нас занесло в Перу, в город Икитос. Это же настоящее окно в Амазонию. Ох, Петя, не сладко придется тому, кому выпадет золотая карточка. Это 2 суток в джунглях. Это дико, это опасность на каждом шагу. Я вообще не представляю. Это же кошмар. Намного спокойнее со $100 погулять по городу, попить коктейли, поесть фрукты Вот дешевые. отлично, не дрейфь. Фрукты в джунглях тоже есть. Бросай. Ядовитые, небось. Ядовитые. Друзья, по-моему, впервые за историю Орла и Решки ведущий борется за $100. Орел, пожалуйста, Решка, пожалуйста. Решка. Пожалуйста, орел. Пожалуйста, орел. Решка. Пожалуйста, Орел. Только Ну, пускай будет Решка. давай откроем завтра. Не надо. Я выиграл? Что это? Да, что это? Да? Yes! Подожди. Поздравляю! Поздравляю! Погоди, что ты радуешься? Самое главное – экипировка. Да я выиграл, я хочу быть Правильно, бедным. вот же, ну, орел же, вот же, ну. Ну, я выиграл. Я поздравляю тебя, удачи, это бесценный опыт. Ты себе даже не представляешь, как там будет круто. Возьмешь анаконду, потащишь в воду. Пожалуйста, умоляю, будь осторожен. Все будет хорошо. Съешь термит, это же так круто. Муа. Маме привет передам. На, монету забери, мне она уже не понадобится. Согласна, в джунглях деньги не нужны. Зато соку попьешь. О, Господи! В кругосветке обязательно должен быть такой город, как Икитос. На другом конце света, оторванный от цивилизации. Затерянный в непроходимых джунглях Амазонии. Город, где люди живут на воде. Под ногами шастают анаконды. А самое крутое развлечение – это индейский колдовской ритуал. Икитос притягивает самых рисковых экстремалов. Ну что ж, рискнем и мы. В большинстве городов мира до города добираются на такси или на автобусе. Но в аэропорту Икитоса нет ни того, ни другого. Есть только мотокары. Вот такие гибриды мотоцикла и кареты. А cuánto cuesta a la centro? 10 солей. Друзья, 10 солей – это $3,5. В принципе, я могу себе это позволить. Представляете, тут не только в аэропорту, но и вообще в городе нет машин. А ведь и правда, друзья, вы просто гляньте вокруг. Машин нет. Давайте просто для интереса. Сейчас будем ехать и считать, сколько на дорогах машин. Раз. За все время, пока едем, я встретила всего 2 автомобиля. Машины в Икитосе попросту не нужны. На авто отсюда не доедешь до других городов. С одной стороны Амазонка,
с другой – дремучие леса, где не то что дороги, тропы нет. К тому же сам Икитос – это вам не Киев, и ездить тут особо некуда. Поэтому на дорогах безраздельно хозяйничают мотокары. Они шумят, пылят, носятся по улицам, как угорелые, дырчат так, что дрожит сам воздух. Вы уже поняли, что сколько здесь не жди лимузин или спорткар, или какой-нибудь Rolls-Royce, он не появится. Бери то, что есть. А есть Nissan Sentra 2000-х годов. Ну и ладно. Все равно долго ездить на ней не придется. Потому что лучшее, что может придумать богатый турист в Икитосе, это взять дорогой тур и отправиться прямиком в дебри Амазонки. Они кишат хищниками. Там хозяйничают ядовитые змеи и свирепствует болотная лихорадка. Я бы лучше в отеле провел эти 2 дня, но зрители не поймут. Так что надо стиснуть зубы и переться в джунгли. Hi, Pedro. Hi there. Good morning, sir. My name is Percy. Is it gonna be dangerous? Hey, yes, of course. The nature is always dangerous. В мой тур входят гид-индеец, лодка и 2 незабываемых дня в первобытном лесу. И все это за $1600. Икитос крут тем, что сразу за пределами города начинается дикий первобытный лес, где за миллион лет ничего не изменилось. Человек здесь незваный гость. Случись что, тебя не выручит даже 10 золотых карт. Gracias. Ну вот, как говорится, и доехали на самую главную площадь города. Красотища! Это не только главная площадь города. На этой площади еще и находятся главные достопримечательности Икитоса. Вот, например, обелиск. Вот единственный в городе 5-звездочный отель. Есть еще нарядный собор. По-моему, архитекторы не заморачивались и срисовали его прямо с книжки про Белоснежку. Техо. Ну а за пределами главной площади пустые улицы, магазины, мастерские. Вот оно, красивое здание. Пойдем искать следующее. На весь город штук 5 красивых зданий, которыми местные страшно гордятся. А вот еще одно красивое здание. Но только дурак приезжает в Икитос, чтобы любоваться архитектурными красотами. Сюда едут ради амазонского колорита. Сейчас пойдем его искать.
Okay, Peter. We are getting now into the really jungle. I found also the Anaconda Hotel. Anaconda Hotel? Anaconda Hotel is one of the biggest trees, can split in the jungle. And there are anacondas there? Yeah, should be. О, господи. Мы нашли Анаконда Отель, так называемый. Это хорошая новость, да, по идее? Мой гид сказал, что из анаконды получается самое вкусное барбекю. Индейцы охотятся на анаконду при помощи химического оружия. Вы только представьте. Берут корни местного растения, в котором содержится яд рицин. Вот это вот очень ядовитая штука. Если ее вот сок или что-то попадет на глаза или на слизистую, можно ослепнуть. Серьезно. Я не шучу. Я сейчас вот взбешен реально. Зачем я ее трогал вообще? Пускай бы они ее дробили. Потом эти корни разбивают, мочалят, Засовывали в их норы, чтобы все это распространилось по джунглям, по воде, чтобы все анаконды, тарантулы и прочая живность повылазила наружу. Не, реально, мы пришли выживать, а не привлекать, чтобы нас сожрали. Хоть трэш, честное слово. Не прошло и 20 минут, как живность полезла. О, нет, господи! Is it anaconda? Yeah, this is the anaconda. О, господи! Зачем мы это сделали? Мы оживили джунгли. Это же анаконда, которая может легко задушить и съесть даже крокодила. You see, it's good to catch it. I will catch this one, okay? Oh. Okay, I got it. Don't kill it. Hold it. No, I don't want to hold it. You want to Yeah. touch like this, very puppy, very tender. Don't leave it, okay? Okay, just I will grab it here. Don't worry. Look at here. Ага, окей. Okay, that's good. No, нет, только нет. No way I do that. No. Just like this. No, just like, okay, you look very good. Я хочу ее отпустить. Why don't we release it? So, I can survive for 2 days with no anaconda meat. Let's wait So, for today. Ну их в пень с этими джунглями. Главная достопримечательность Икитоса – это не площадь и не собор, а целый район, о котором тут ходит дурная слава. Сейчас я опускаюсь на самое дно Икитоса, в район Белен. Hola señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Soy un guía local de acá de Belén. А? Белен, sí. Sí, Belén. На входе местные ребята предлагают себя в качестве гида. За $10 они проведут в самые дальние закоулки района. Как раз то, что мне надо. Белен – один из самых бедных районов мира. Некоторые путеводители называют его перуанской Венецией. Но либо они не были в Венеции, либо ее ненавидят. Потому что Белен – это какой-то мега-трэш. 150 домов-курятников стоят на сваях прямо в воде.
под ними грязное вонючее болото, в котором копошатся стервятники. В общем, дальше я физически не пройду, поэтому возьму лодочку и поплыву, посмотрю, что здесь находится и как здесь люди живут. В этом месте величественная Амазонка превратилась в сточную канаву. Непонятно, как все это стало главной достопримечательностью города. Take it our way! Ah! I hope it's not poisoned. No, no, this one. Ah! Нарвался на шип. Вот. Это только кажется, что джунгли — красивый солнечный лес с пальмами и лианами. На самом деле он хочет тебя уничтожить. Опс! Ау! Господи, только бы никогда не оказаться в джунглях. Не по своей воле. А, можно здесь помыть, да? А, какие-то там жуки всякие, тараканы. Okay, I'll be waiting for the place, for the cleaner one, okay? Блин, я ненавижу это. Я реально, я ненавижу все это. Меня вот настолько это злит. Но индейцы говорят, что это происходит с каждым, кто не подружился с джунглями. But also, the people around here, the Peruvian Amazon, respect a lot the huge tree. Okay. Do you know why? Because No. they have a spirit. Okay, you have a big mosquito. Come. Я точно не выживу здесь. Поэтому нужно обменяться энергией и показать свои хорошие намерения и проявить уважение к джунглям. Если ты подружился с джунглями, то не пропадешь. Лес даст тебе все, что ты попросишь. Мучает жажда? Вот тебе вода. Much cleaning, safe that you can buy in the supermarket. Проголодался? Вот тебе еда. Wow, so smooth. На вкус как кочерышка. Вот только намного мягче и приятнее. Нужны медикаменты? Вот тебе йод. Ой, это природный йод. Ничего себе. It helps? Yeah, it works. Ну а если тебя замучили москиты, вот тебе природный репеллент. Его можно сделать из древесных термитов. This work like this. You have many in your hands. Now you have to press and mash it. And then you can pass all your body, your face, arms, legs. Ощущения, мне неприятны совершенно эти ощущения, потому что чувствую, что по руке что-то ползает. Я чувствую, что вообще у меня под кожей что-то ползает. Но это вообще too much уже. А еще это не только репеллент, но и полезный протеиновый обед. They die on your tongue?
and die. Слезать я слизывать не буду, потому что я предпочту умереть в джунглях, честно. Я сдохну, чем буду это есть. Но как бы репеллент приготовить, наверное, я смогу. Что я вынес из джунглей, это то, что дружить можно только с деревьями. Спасибо. I would like to have you in my team. Я больше не хочу быть богатым. Господи, я не хочу быть богатым. Что здесь богатого вот в этом? Ну что? Каждую весну вода в Амазонке поднимается. Обычно на пару метров, но иногда добирается до 2-го этажа. Если гиду доплатить $1, он пригласит к себе домой и покажет, как люди живут в таком трэше. Маленькая комната, двухэтажные кроватки, на полу ничего нет, никаких шкафов, комодов и тумбочек. Все хранится под потолком, чтобы не добралась вода. В каждом доме есть надутые камеры. Они тут вместо спасательных кругов. И вот даже фотки затянуты клеенкой, чтобы в случае чего вода их не испортила. Это просто жесть. Никогда не знаешь, что тебя подстерегает. Вода вот может вот так подняться, а может подняться так. И ты просто лишишься дома. Не смешно это совсем все. Но люди вообще не страдают ни от соседства с рекой, ни от бедной жизни. Вон, дамочки дефилируют в новых шортах. Пацаны поплыли на дискотеку. Дети играют в волейбол. Все спешат насладиться жизнью. Вот Рауль рассказывает, что эти дети стараются наиграться вдоволь, потому что следующие полгода они будут сидеть дома и не смогут поиграть ни в футбол, ни в волейбол, ни побегать по площадке. Они просто будут сидеть дома, потому что все это затопит водой. С Икитосом познакомилась, теперь пора найти ночлег. Икитос – удивительный город. Тут даже туристу со $100 хватит денег на номер в 5-звездочном отеле. Но у меня есть планы на завтра, так что мне нужен вариант подешевле. Например, хостел «Летающая собака». Почему так называется, они сами не знают. Hi, Hello, how are you? I need some room. Ты глянь, какая анаконда! Прости, просто анаконда. Ну мы же все-таки в Амазонии или нет? Тут даже в хостелах есть анаконда. Кроме игрушечной анаконды, ничего не выдает, что этот хостел находится в Амазонии. Ничем не отличается от хостела где-нибудь в Европе. За $10 вполне приличный хостел. Посмотрим, что же я получаю за эти деньги. Спящего соседа. Судя по всему, еще 3 соседей. Койку на 2-м этаже. Чистое постельное белье. Ну, комната как комната. Ничего особенного. Но и не гадюшник. Бывало и хуже. Чего долго телится? Нашли хостел, нашли. Все, в этом поселюсь. Окей, yes, I like it. Take it.
Перси сказал, что сейчас начнется самая важная часть моего тура. Для этого нам нужен специальный проводник. Охотник, он же шаман, Мануэль. Okay, let's go. Мы идем в самую чащу джунглей на поиски волшебной лягушки Камбо. Она нужна для индейского колдовского ритуала. Ночные джунгли — это просто атас. Камера никогда в жизни не передаст, как здесь стрёмно. Все вокруг оживает. Ползают здоровенные пиявки. В ветках сидят огромные пауки. В кустах шипят змеи и жуть просто. Можно я пойду? May I go in the middle, please? Yeah, can you cover my back? Now I feel more safe. Thank you. Я ненавижу джунгли. Может, вернемся? По-моему, этим индейцам вообще пофиг. Они спокойно пьют воду из лужи. No, thanks. Кто ты? Господи, если я туда свалюсь, все, можешь меня сразу убивать. Я же схвачу всевозможные заболевания. Зачем мы сюда идем, Господи? Вам так надоело уже жить. Но я не хочу умирать в программе, понимаешь? Господи, это никогда не закончится. Я думаю, сейчас мне надо будет еще и лягушку эту руками вылавливать. Окей, let's go. Волшебную лягушку Камбо еще называют лягушкой-обезьяной, потому что она живет не в болоте, а лазит по деревьям. И как только шаман-охотник слышит хоть какое-то цоканье с дерева, он начинает скакать как ненормальный. Со стороны это больше похоже на какое-то цирковое представление. Is it it? Monkey, Kambo. Okay, catch it and let's go back home. You got it? Офигеть. Вот она, волшебная лягушка. Здоровая такая, красивая. И главное, спокойная такая, никуда не убегает. Если бы мы не шли 2 часа по лесу, я бы подумал, что они с шаманом близкие друзья. Так, волшебную лягушку поймали. А теперь валим отсюда. Я хотел испытания джунглями, я его получил. Все, хватит с меня. Теперь я хочу испытания богатством. Хочу испытания комфортом. Хочу теплый душ. Икитос похож на любой город, где есть набережная вдоль речки. Вот тебе сладкая вата, вот уличные представления, а вот кафе. Больше из развлечений в этом городе ничего нет. Ну что ж, пойду в хостел спать.
Чтобы богачи могли отдохнуть в человеческих условиях от приключений, для них прямо в лесу построили 5-звездочный отель. May I have your best suite? Royal? Yes. Royal One, где мы можем отдохнуть от джунглей. Ого! Больше похоже на европейскую квартиру, чем на отель посреди джунглей. Кафель. Собственная кухня. Ой. А вот спальня жлобская. Больше похожа на санаторий. Морковки накрученные из полотенец. Еще какие-то анаконды тоже из полотенец. Но зато смотрите, что у меня есть! У меня джакузи собственная. С ума сойти. Ой. Если приехал в чужой город и не знаешь, где искать экзотику, иди на главный рынок, не ошибешься. В Икитосе тоже такой есть. Меркадо Централь. Первое, куда попадаешь – шаманские ряды. Здесь продается все, что может пригодиться шаману. Снадобья на все случаи жизни, какие-то непонятные плоды, мохнатые корни, черепа ягуаров, голова каймана, есть кожа анаконды в уксусе, есть сушеная. Но мне нужны мясные ряды. Их легко узнать по стае стервятников. Чё ж здесь такая вонь на этом рынке, а? Смотрите, вот разделанная тушка каймана. На соседнем прилавке вообще творится смертоубийство. Это же половина речной черепашки. Смотри, ой, жива еще. Выглядит просто настолько ужасно, жутко. Но черепаха свежая, тут не поспоришь. $6 за черепаху. Зачем вы убили за $6? Вместе с черепахами продаются их яйца. 5 яиц! 5 яиц за $3. А ведь могло вылупиться еще 5 черепашек. Охотиться на черепах нельзя, но местных это не останавливает. Они все равно их ловят и продают. Купить черепаху можно только рано утром. Это такой популярный товар, что владельцы соседних ресторанов их очень быстро раскупают. Сейчас все подумают, что я живодерка, но это несчастное животное можно попробовать в ресторане здесь недалеко от рынка. Туда и пойду. Gracias, muchas gracias. Alejandro, ¿sí? Alejandro. На утро второго дня у меня запланировано важное событие. Индейский колдовской ритуал с лягушкой Камбо. Buenos días, Мануэль. Ну, здравствуй. Камбо. Камбо. Привет. Ой, слушайте, никогда в жизни ничего такого подобного не делал вообще. Давай, иди ко мне. Иди сюда. Yo voy a sacar para las hojas. Смотрите, друзья мои. Какая ты классная! Даже не верится, господи, что она делает? Главная роль в этом ритуале у волшебной лягушки Камбо. Волшебная она не потому, что превращается в принцессу,
а потому что выделяет слизь, которая обладает галлюциногенными свойствами. Осталось ее добыть. Лягушку привязываем травинками за лапки и растягиваем между палками. Это чтобы ее обездвижить. Защитники природы, не переживайте. От этого еще не умерла ни одна лягушка. Чтобы лягушка выделила волшебную слизь, Мануэль ее раздражает, а она в ответ выделяет свой яд. Лягушке это явно не нравится, но я думаю, это единственный способ. Удивительная, друзья, процедура, просто удивительная. Но я не знаю, как лягушка, я бы от такого стресса выделял далеко не целительный яд. Это и есть камбо. Это вот то, что мы добываем. Пришло время попробовать черепаху из Амазонки. Этот, на первый взгляд, страшненький ресторан славится своими экзотическими блюдами. И именно здесь можно попробовать черепаху. Вот как она выглядела, когда еще была черепахой. А сейчас... Знаете, на что похоже? На куриную шейку. Единственное, что плохо в этом блюде, так это осознавать, что ты ешь черепаху. Кто-то скажет, что это живодерство, но люди едят пушистых кроликов и телят с большими ресницами. Что уж там черепаха. Когда, наконец, галлюциногенная слизь добыта, можно начинать обряд единения с духами леса. А можно я вот это вот уже сейчас, ребятки, сниму, чтобы я на них не напоролся? Если что сейчас со мной будет, а эффекта я не знаю. Tirando. Вытащите эти колья. Волнуюсь, не то слово. Хорошо, он прижигает. Господи, со мной никогда такого не было. Что я делаю? Это вообще очень опасная штука. Тебя может так вштырить, что с ума сойти можно. О, ну все, ребят, пока. Эти ранки намазывают ядом лягушки. Так он попадает в организм. Ok. Окей. Bueno. Ну, наверное, Буэна. Давайте подождем. Vas a sentir muy caliente. Кальенте. Sí. Мой кальенте. Vamos a sacar la medicina para que no te afecte mucho. Ya, solamente para que pruebes nada más. Ok. Ya. Es tranquilo. Окей. Trabaja con el corazón. Ya, Es normal. No hay problema. Ya, mucho. О, как жарко. Es tranquilo. Es muy tranquilo. Окей, muy tranquilo. Сразу тело начинает гореть так, будто тебя обдали кипятком. Тело не то, что горит, а как будто внутри все Un poco después es baja. руки сводит. Если говорить по-научному,
то эффект от яда такой, будто вкололи лошадиную дозу эндорфина, гормона счастья. Я рук не чувствую. У меня не имеют руки. Офигеть. Слушайте, я как лягушка. А, Después va. у меня сейчас... Sí. А я еще не могу по деревьям Sí, ползать? después como una rana puedes hacer. Да? Los campos Я превращаюсь в кого-то, я вам отвечаю, я превращаюсь. Раньше амазонские индейцы проводили этот ритуал с самыми ленивыми, чтобы они были активными и хотели работать. Я становлюсь сильнее. Я чувствую себя, что я, знаешь, вот... О, я сейчас все джунгли так прохожу. Фух. Не, на пальму не полезу. У меня никогда не было такой ровной стойки на руках. Кажется, у меня волос больше стало. О, класс! Обалденно. Как-то хочется экшена, хочется действия. А вы все стоите. Я не понимаю. Считается, что этот ритуал разгоняет облако неудач, которое нависло над человеком. Делайте, не стойте на месте. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. На другом берегу Амазонки есть интересное и удивительное место – ферма бабочек. Здесь собраны тропические бабочки всевозможных цветов, форм и размеров. Но это не самое интересное. Ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас я иду на рождение. Рождение бабочек. Hello. А вот и родильная. Hello. А вот и доктор-акушер. Nice to meet you, Regina. Gudrun. Gudrun, nice to meet you. These are just come in time. Обалдеть! Друзья, вот это все, вот эти вот маленькие коконы, это все не родившиеся еще бабочки. Никто в жизни не видел, откуда берутся бабочки. Они вылупляются из вот таких вот куколок, похожих на почки каштанов, свернутые листики, капельки ртути. Все это домики, в которых развивается бабочка. Что круто, здесь постоянно вылупляются красавицы-бабочки. Рождается, новая рождается, смотри, смотри. Они рождаются похожими на матрешек, толстенькими и слишком тяжелыми, чтобы подняться в воздух. Девчонки, вы поняли? Толстые бабочки не летают. Они наполнены питательной жидкостью и в течение первого часа от нее избавляются и расправляют крылышки. Здесь на крылышке бабочки можно увидеть сосудики. В них сейчас тоже есть жидкость, поэтому бабочка не может открыть крылышки. Поэтому крылышки такие, ну как тряпочка, такие тяжелые. Бабочка перенесет сейчас эту жидкость себе в животик. Выведет эту жидкость из себя. И потом ее крылышки станут твердыми, сама бабочка станет легче и, наконец-то, полетит. Представляете, оказывается, бабочки после рождения не растут. Вот в таком размере они остаются на всю жизнь. Удивительно, всего за $6 можно увидеть маленькое, но чудо. На реке Амазонке на набережной стоит заброшенный корабль. Вот здесь и ищите свои $100. Для того, чтобы найти нашу заначку, отправляйтесь на набережную Икитоса. Найдите там обзорную площадку Рамона Кастилья. С нее вы увидите заброшенный корабль.
Он такой один на всем побережье. На втором этаже, в самом конце корабля, у правого окна, есть вот такая вот полочка. Если вам стало скучно жить, вы любите забраться в глушь и экстремально развлечься, смело езжайте в Икитос. Только не задерживайтесь в городе, а выбирайтесь в джунгли. Ну тебе надо туда, ну ты понимаешь, Да почему мне надо? Да ты мужиком станешь! Здесь вы почувствуете себя животным. Я превращаюсь в кого-то, я вам отвечаю, я превращаюсь. И, возможно, во мне еще говорит яд лягушки. Хочется экшена, хочется действия. Но это приключение останется в вашей памяти навсегда. Зачем мы это сделали? Мы оживили джунгли. Могло вылупиться еще 5 черепашек. Я ненавижу все это. Ля-ля-ля-ля-ля. Господи, это никогда не закончится. Я как-то переживать начинаю. Региночка, поздравь меня, я стал мужчиной! Боже, в 27 лет, наконец-то! Да! Кто ж тебя так? Ты не поверишь, Регин, лягушка, причем лягушка не простая, а лягушка-обезьяна. Ты не представляешь, что я пережил за эти 2 дня. Регин, я изводился, я ныл, я истерил, я всех ненавидел просто, как меня раздражали эти джунгли. Но я взял себя в руки, Регин, я собрался, и я рубил эти джунгли вперед, назад, все эти лианы. Фух, теперь я считаю, я готов ко всему, Регин. Можно я подержу? Подержи. Просто подержать хочу. А ты знаешь, а я этот уикенд как-то так спокойно провела. Не так, как обычно. Взяла себе рикшу, покаталась по городу, ела, отдыхала. Подожди, как отдыхала? Ну как? Отдыхать можно было? Как? Чего мы сюда приезжаем? Туризм? В следующий раз я буду победным. Петь, ну все нормально. Хороший мачете. Пойду я. Пока, друзья. До следующего города.